The subject this morning is magnificent grace. И тема нашего сегодняшнего занятия громче. Сегодня утром тема нашего занятия – это огромная милость. Yogi Bhajan would define grace as when you are graceful in the most ungraceful situations. Йоги Баджан говорил о милости так. Милость проявляется, когда вы милостивы в самой немилостивой ситуации. In other words, when you're driving and somebody cuts you off, you don't lose your cool or your grace. Does that mean that you don't feel something? Это что означает, что вы не чувствуете что-то внутри? No. When you're not reacting, you can actually talk and speak and live from your heart. Нет, когда вы не реагируете, вы на самом деле можете жить и чувствовать и говорить из вашего сердца. We live from our minds when we live in the world of action and reaction. Когда мы живем в мире действий и реакций, мы живем исходя из своего ума. He said this, he did this, so then I have to do that. Например, он сказал это, он сделал это, тогда я должен или должна сделать вот это. And then you live your whole life on an emotional roller coaster. Когда вы начинаете жить всю вашу жизнь на таком аттракционе горах, вверх-вниз, вверх-вниз. And that's how most people live these days. И это то, как большинство людей живут сегодня. Because they don't know that there's any way else to live. Это происходит потому, что они не знают, каким образом можно жить по-другому. And then one day you have a spiritual experience. Но однажды у вас может произойти некий духовный опыт. Maybe it's in a yoga and meditation class. Может быть, это произойдет на занятиях по йоге или медитации. Or maybe it's at a bar. Или может это произойдет с вами в баре. Maybe you're totally drunk. Может быть, в тот момент вы будете совершенно пьяны. And you have a spiritual experience at that point. И у вас произойдет духовный опыт именно в этот момент. We never know where or how that connection of that experience will come. Мы никогда с вами не знаем, когда этот опыт наступит, когда он произойдет. But it does come to every human being. Но такой опыт происходит с каждым человеком. However, sadly, most people do not recognize it. Но, к сожалению, многие люди не признают это. So they just carry on their ordinary, very painful lives. Поэтому они живут эту жизнь очень простым способом, проживая свои боли. And some of us have gained the grace through our karma of past lifetimes. Некоторые из нас приобрели милость благодаря карме наших предыдущих жизней. To understand the experience and to move forward. И чтобы понять такой опыт и просто двигаться дальше. There's no one born on this earth that does not go through pain. Никто не рождается на этой земле, и все, кто рождаются на этой земле, все обязательно проходят через опыт боли. For that's the opportunity that we have to connect with the Creator. Но это дает нам прекрасную возможность установить связь с Создателем. And once that happens, the whole life changes. И когда это происходит, вся жизнь изменяется.
If you have not had a deep experience like this, then perhaps that's why you're here today. Если до сегодняшнего момента у вас еще не было такого глубокого опыта, то это, вероятно, и является причиной, по которой вы сегодня здесь, в этом зале. It really never stops though. You do not just have one big experience and all of a sudden you're home free. Но это не происходит так, что с вами происходит один какой-то очень большой опыт, и вы немедленно освобождаетесь. It continues your whole life. Это продолжается на протяжении всей вашей жизни. It's said in the scriptures that when you become more conscious, your life, the road gets even more narrow. В Священных Писаниях сказано, чем более высокий уровень сознания приобретает человек, тем его дорога, его пути становятся все более узкой. Perhaps what you did 5 or 10 years ago, when looking back on it, perhaps how you treated people, or what you did for work, chances are you cannot do it and live that way now if you have become more enlightened. Если вы станете более просветленными и посмотрите на вашу жизнь, то как вы жили, что вы делали 5-10 лет назад, как вы общались с людьми, то, возможно, сегодня вы так уже не сможете поступать. And that's the law of consciousness, that's the law of growing. И это закон сознания, это закон роста. But from it will come a guaranteed, a promise, more happy, more healthy, and more whole. And that's a promise. Но из этого всего возникает обещание, что вы все станете более счастливыми, более здоровыми, более благословенными. И я даю вам такое обещание. And do not put a time that you must be done. That's God's business. И никогда нельзя определить момент, когда все закончится или исправится. Это все происходит по воле Божественного. But it all begins inside of you, and it's all grace. Но это все начинается внутри вас, и это все происходит по милости. And the good news is everyone can become free. Everyone can become radiant. Everyone can become healthy, happy, and holy. Every human being. И хорошая новость заключается в том, что каждый человек может стать освобожденным, каждый человек может стать сияющим, каждый человек может стать здоровым, счастливым и благословенным. Yes, it takes work. Да, для того, чтобы это достигнуть, требуется работать. But I ask you, what else do you have to do? Но я хочу вам задать вопрос, с помощью чего еще можно добиться таких результатов? She said they came out of the room and they just looked, their faces looked more bright. She said their faces looked more young. She said their faces looked more beautiful. And that's what Kundalini Yoga does. Она вчера была здесь, в этом зале, и сказала нам вот что. Люди, которые вчера участвовали в занятиях, когда занятие завершилось, они вышли из зала, и их лица светились, они стали как будто бы моложе, ярче, и излучали приятный свет.